Две причины заставили концерн Honda заняться в самом конце 60-х разработкой нового вида транспорта – внутреннее и внешнее. С одной стороны, для жителей провинции остро стоял вопрос преодоления бездорожья в удаленных горных районах страны, а с другой, боссы американского филиала Honda потребовали родить что-нибудь новенькое, что дилеры могли бы продавать холодной зимой. Осама Такеучи с небольшим штатом инженеров возглавил проект первого хондовского мотовездехода в 1967 году. Конструкторы вели работы с чистого листа, рассматривали схемы с 2, 3, 4 и даже 6 колесами. Остановились на 3 – минимальном количестве колес, которое обеспечивает устойчивость на скользкой дороге, в грязи и снегу. Команда Такеучи продумывала и просчитывала каждую мелочь. Например, использование курка в управлении дросселем вместо поворотной ручки газа позволило водителю более рационально располагать тело при маневрировании. Поначалу модельный ряд мотовездеходов Honda состоял всего из 2 моделей – ATC 90 и 70. Последняя предназначалась юным водителям и новичкам для приобретения опыта езды на шинах низкого давления. Однако, вопреки ожиданиям, продажи новинок в первые 5 лет их производства шли вяло. Американские фермеры скептически относились к этим маломощным машинкам, не способным ни тянуть сколько-нибудь значительный груз, ни перевозить его на себе. Спасли идею калифорнийские плейбои, обнаружившие, что на ATC очень прикольно гоняться по песку. Настоящий прорыв произошел, когда в компании Honda решили поставить на 3 колеса кроссовый мотоцикл. Этот спортивный аппарат дебютировал в 1981 году. Это была модель ATC 250R с форсированным двухтактным мотором и рядом передовых решений, заимствованных из мира мотокросса, такие как регулируемые передние и задние подвески и дисковый тормоз. Она подтвердила серьезность намерений Honda поставить мир на 3 колеса. В самом деле, все больше трехколесных машин участвовали в различных кроссах и популярных ралли по пустыне. Растущий в Штатах спрос на хондовский ATC побудил другие компании японской большой четверки включиться в производство мотовездеходов. Неожиданно сыграла Suzuki. Компания просто-напросто добавила одно колесо к своей модели трехколесного внедорожника. Просто и гениально. Так появился первый в мире четырехколесный мотовездеход Quad Runner LT-125. Первый квадроцикл, кроме революционного 4-го колеса, обладал еще и передачей заднего хода, помимо 5 скоростей вперед и одометром на приборной панели. В первый же год продаж Quadro отвоевал ощутимую часть рынка у трехколесников. К середине 80-х в ведущих компаниях осознали, что будущее мотовездеходов только с 4 колесами. Наступило начало конца эры трехколесников Такеучи. В 1984 году Honda представила модель ATC 200E, так называемую Big Red, с передачей заднего хода в дополнение к 5 нормальным скоростям и карданным приводом вместо традиционного цепного. А еще в 1985 году вышла обновленная трехколеска ATC 250A с водяным двухтактным мотором, выдававшим аж 38 лошадиных сил и с ходами подвесок под 250 мм.
Но последний гвоздь в крышку гроба трехколесников забили вовсе не технические или коммерческие соображения, а наплевательское отношение американцев к собственной безопасности. Не удивляйтесь, такая черта характера – особенность не только российского менталитета. Спортивно-развлекательные покатушки вели к росту травматизма по сравнению с другими видами моторизированного отдыха, и мотовездеходы попали на мушку комиссии по безопасности потребительских товаров. Изучение причин ДТП привело к выводам: конструкция ни трех, ни четырехколесных вездеходов ни при чем. Во всем виноваты сами водители, игнорировавшие предписания продавцов. Коварно вводила в заблуждение внешность внедорожников, вселявшая в головы неопытных ездоков мысль об их нерушимой устойчивости, а значит и безопасности.